Если бы пару месяцев назад мне сказали, что черепашки-ниндзя вернут свой хайп, я бы, честно, рассмеялся в лицо. Потому что, вы сами понимаете, Пицца, Шрёдер, Бакстер Стокман. Да, типа весело, прикольно, но мне не 10 лет. Вот тебе петушок на палочке, иди там и сам смотри своих черепашек. Сколько вообще в детстве было мультиков, о которых приятно поностальгировать, но они остались в далеком прошлом. Однако 2026 преподнес неожиданный сюрприз. Я в первых числах января, изнывая от безделья, зачем-то решил пересмотреть легендарный сериал 2003 года. Через недельку поведал об этом корешам, а они, оказывается, не сговариваясь, тоже вспомнили про старых добрых черепах. И залетели кто в полнометр 2007-го, кто в никелодиновскую версию, кто в фильмы Майкла Бэя. МС Маки. Не лезьте, блять, в хип-хоп, вы ебучие суки, нахуй. Больше скажу, сотни людей в Твиттере тоже рандомно стали базарить о панцирголовых, постить там арты, мемы. Что вообще происходит? Земля круглая, кошки будто с собаками, черепашья эпидемия захватывает умы людей. Ладно, я угораю, конечно, это бред все. Если франшиза реально возвращается, судить об этом надо не по серикам из детства, которые все уже 100 раз обсудили, а потому, что с ней происходит сейчас, в актуальном виде, в комиксах. К тому же, скорее всего, в такой полудохлой индустрии черепахи так и остались нишевой штукой для узкого круга фанатиков. А значит, никакого камбэка нет, это просто ностальгическая судорога. Ведь да? Чтобы окончательно удостовериться в конспирологичности всей этой движухи, прочитал я нынешнюю серию Teenage Mutant Ninja Turtles, которая как раз началась всего год назад. И забудьте нах, что я сказал. Бросайте вообще все дела, доставайте черепах любым возможным путем, плагов там обзванивайте, не знаю, ведь миру снова нужны черепашки-ниндзя. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Перед тем, как говорить про современную итерацию панцирголовых и почему она нежданно-негаданно сработала, давайте по-честному признаем одну штуку. Черепахи всегда были на редкость тупой хуйней. Я, как и говорил, пересматриваю сейчас серик 2003 года, вот тот культовый, всеми признанный, легендарный, сам в детстве чуть ли не нон-стоп втыкал в него. Однако даже при моей дичайшей ностальгии и инфантильности смотреть его сейчас — это, блядь, стыд. Причем у меня нет особых проблем с концептом самих черепах или сплайнтера. Искупались мутагении, искупались, еще не было ни у кого. В России вон, давайте, мистер Сидор пьют и нормально. Тем более сценаристы шоу хоть и подают все это на серьезных щах, оставляют место для приколов, самоиронии, поэтому повествование не вызывает особого диссонанса. Комедический хохот провоцирует немного другой аспект. Вот блогеры, когда обозревают Черепах 2003, обязательно рассказывают про тот мрачный эпизод, где Стокман в зомби превратился и пришел по душу Април О'Нил. Мол, образцовый хоррор, крепота, ужас. Но вы, если сами попробуете вот честно прям сесть и посмотреть мульт целиком, дойдя до этой серии, будете от смеха, блять, усыкаться, насколько это идиотия. Потому что до этого Бакстера Стокмана раз 10 уже Шрёдер решал то глаза, то рук, то вообще всего тела. И эта мразь каждый раз возвращалась в самый неподходящий момент и в стиле Панасенкова орала: «Ха-ха, черепашки, я пришел за вами». Затем опять отхватывала, Шрёдер там уже, не знаю, в рот ебал Стокмана, заставлял его мать говно есть. Тем не менее, через серии 5 Бакстер вновь вылезал из своей норы, как будто ничего не было, и, заливаясь смехом, горло провозглашал: «Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу». Это не драматичный персонаж, не пугающий, а ходячий комедийный троп, которого сериал, тем не менее, пытается раз за разом выставить мощной угрозой. И примерно та же тема со всеми остальными злодеями там. Король мусора, просто мразь жирная, вырожденец по новому молдовому. Ты всю жизнь будешь чмом и всю жизнь будешь сосать. И никакая аниме-тян не прилетит к тебе на волшебном вертолете. Агент Бишоп, Nonchalant, Our Farm, Кукол, Гигачат, йоу, нахуй ты нужен вообще. Даже Шрёдер, по сути, ёбнутый на голову инопланетянин, который веками, столетиями изображал себя человека ради своего какого-то конченого, абсолютно невыполнимого плана. Проще говоря, проблема даже не в черепахах самих по себе, а в вселенной, сеттинге, где они обитают. Не получается его воспринимать хоть сколь-нибудь серьезно и реально жестко чувствовать страгл героев. Я уже слышу, конечно, возгласы тех 3 коллег из фандома панцирголовых, которые не знают ни единой картины Рафаэля, зато их разбуди среди ночи, они наизусть тебя назовут, с кем он, в каком выпуске, блять, почему дрался, каким оружием, с кем целовался. Я сейчас не упсай воткну. Не, давайте вы лучше все вместе обоссым. Давай. Между делом вставлю, я пока текст писал, посмотрел вообще, что фанаты черепах говорят, какие слухи там ходят на их улице, и это просто шизоиды какие-то. Ты любую версию черепашек возьми, им ничего не нравится, все не так, все говно. При этом никто ни с кем не согласен, и по совокупности мнений трушные черепахи были вообще в самом первом выпуске 1-го тома. Дальше уже был 2-й номер, и они скатились, и как-то не то стало все хуйня. Поэтому я официально отменяю нахуй все это черепашье комьюнити, что это вообще такое, и позвал своего броски Вачера, чтобы он
представил реально объективный топ всех черепашьих проектов. Итак, перед вами замечательный тир-лист, который просто требует самого авторитетного и объективного мнения. Черепахи 2012 года от Nickelodeon. Отличный сюжет, сочетавший в себе все наследие канона. В общем, пик контента того времени наряду с Трансформерами Прайм и Великим Человеком-пауком. То есть как раз, чтобы приходить со школы и смотреть подобный брейнрот, пока ваши сверстники водят девочек на свидание. Заслуженно залетает фаната черепах. Дилогия Бэя. Такой второсортный шедевр, разве что смотреть людям в футболке с Халком в компании пьяного батька. А это, сами понимаете, никуда иначе, кроме Ранга и Ванзола. Так, что вот это такое, я без понятия. Не смотрел, но по скринам похоже на порно-пародию. Мясо 30. Думаю, вот тут красиво смотрится. Кстати говоря, о классике. Вот и подошла очередь культового мультсериала 87-го. Я просто не понимаю, какие дегроды на фулл серьезном ебале смотрят проект для пятилеток. Поставил бы повыше, но такое может нравиться лишь истинным фэнам. Наконец-то новье. Относительно свежий погром мутантов. О, это вторые через вселенные. Черепашки вернулись. Настоящий шедевр. Дефолт мультик для детишек. Беззубый продукт компании с непримечательными персонажами и блеклым сценарием. Ну так, на один разок, если вас ломает посмотреть мультик для малышей. Ну и все. Вот такой вышел тир-лист. Можете быть не согласны, писать мнение в комментариях, мне в целом похуй. Я накидал это по приколу, не смотрев и половины приведенного. Короче, они сейчас бы меня прервали и сказали бы: все не так, почитай комиксы, там все гораздо лучше, и реально великие произведения о персонажах представлены именно на страницах книжек с картинками. Но не тут-то было, они на того напали. Я ж серьезно погрузился в лор подростков-мутантов и ради ролика прочитал аж один комикс про черепах прошлых лет. Тот самый массово обсуждаемый, расхайпленный, легендарный «Последний Ронин». Это вот тот сюжет, где в будущем все черепахи погибли и остался только Микеланджело. Он после смерти братьев ушел в отшельничество, стал жестким и безэмоциональным одиночкой, и вот спустя кучу лет вернулся в город, дабы победить внука Шрёдера. На самом деле, действительно цепляющая такая байтовая завязка. Эдакий мрачный дистопичный мир с реально гнетущей атмосферой. И история, правда ради, успешно держит вот эту вот серьезную мину. Осмелюсь даже сказать, подростки-мутанты-ниндзя впервые не вызывают улыбку от своей тупости. Однако, тут возникает вторая проблема, кое обладает сюжет о черепахах. Когда их лишают частички дебилизма, ничего больше и не остается. Я, блять, с таким трудом этого последнего Ронина читал. Ни единого прикола, ни единой попытки представить узнаваемого героя с необычного ракурса, ни единого запоминающегося момента. Я, может быть, охуел, но разве так трудно сделать, там, не знаю, неожиданно выжившего Леонардо злодеем? Это ж просто очевидная какая-то штука для подобных фансервисных вот-ифов, которые и вызывают интерес главным образом неожиданной интерпретации привычных героев. Многие вот срут Инжастис и Марвел Зомби за ебаназию и чрезмерную экстремальность. Но как раз если лишить их нужной степени эджовости, у нас получится последний Ронин. Абсолютно примитивная, бланковая история о вот этом антиутопичном будущем, где пожилой протагонист возвращается и борется с злым правительством, он находит новых друзей, проникается проблемами простых горожан и, разумеется, умирает в конце, спасая мир. Блевать хочется, даже пересказывая настолько переебанный всеми унылый сюжет. Вообще, если описывать последнего Ронина одним словом, это серость. Серость, которая проникает повсюду. Взять вот персонажей. Микеланджело перестал шутить и нести хуйню. И стал просто никем. Не произнести он на страницах свое имя, можно было бы спокойно на любую другую черепаху заменить, и никто бы даже не заметил. Или строение текста. Горы водянистых диалогов, бессмысленных какой-то полной хуйне, малафье. Сценаристы как яйца крутят формулировки, и скоро они отвалятся просто. И особенно, что меня больше всего взбесило, рисунок. Буквально серо-болотное, грязное, неприятное месиво какое-то, в котором глаз не способен физически за что-то зацепиться. Короче, хуйня этот ваш Ронин последний, а так писали его, по сути, создатели черепах. Не удивлюсь, что и оригинальные выпуски синонимичного качества. В общем, главная проблема черепах с самого старта и почему они проебали весь свой хайп — одномерность подхода. Произведения о них существовали либо в режиме тупой клоунады, либо гиперсерьезного мрачника. И между этими крайностями долгое время была пустота. Поэтому, открывая современный ангоинг, мои ожидания уже были ниже плинтуса. Тем более поставили писать его Джейсона Аарона, сценариста некогда перспективного, занимавшегося Тором и Мстителями, а сейчас опустившегося на самое дно вместе с Абсолют Суперменом и Небором. Разве может сбитый летчик предложить какой-то свежий взгляд? Знали бы вы, как я охуел, когда серия оказалась одной из лучших не то что в рамках там черепашьих сюжетов, а современной супергеройки в принципе. И тут надо немного ввести в контекст. В 2012 году лицензию на персонажей передали в руки издательства IDW. И с тех самых пор у нас идет вот эта вот одна единая линия приключений панцероголовых. За почти 15 лет там и Донателло умер, затем воскрес, и пятая черепаха появилась, и отдельный верст Маканималов возник. Но это все вам знать не обязательно, потому
потому что нынешний том является эдаким софт-ребутом. Мы как бы помним, что были какие-то события ранее, но знать их нам совершенно не обязательно. Такую темку часто проворачивают в большой двойке, когда при обнулении нумерации надо с одной стороны не потерять старую аудиторию тайтла, а с другой привлечь нового читателя. Прием, надо сказать, не самый честный, зато рабочий. И мама родная, насколько круто Аарон здесь его реализовал. Первый же выпуск начинается с того, что Раф сидит в тюрьме. Напомню просто, черепашки-ниндзя. Рафаэль, блядь, в тюрьме. После смерти Сплайнтера дела не очень пошли, на закладке повязали мусора, было и было. Позже, конечно, объясняют, мол, в конце прошлого тома команда поссорилась, распалась, и теперь каждый занимается своими делами. Раф вот сотрудничает с правительством и внедрился на зону в качестве двойного агента. Стукач в коллективе, одобряю. Однако все вот эти вот объяснения пох вообще не ебет. Ибо важен тут сам факт эклектичности персонажа и сеттинга. Одно осознание того, что добрая и милая черепашка-ниндзя оказалась на зоне, уже вызывает импульс продолжать чтение. В общем, дальше Раф там мутит свое дерьмо, крутится потихоньку, готов уже завершить задание и вылететь на свободу, спорхнуть как птица в небеса. Как тут тюрьму атакует ниндзя Фуд, устраивают кипиш и убивает куратора, единственного человека, который вообще знал о миссии Рафа. Все ради того, чтобы официально объявить подростков-мутантов преступниками и начать охоту за их головами. Аналогично выстроены и следующие 3 номера ангоинга. Каждый раз мы читаем какую-то отдельную увлекательную ваншотную историю про одного из братьев, со своей экспозицией, детективной линией, твистом, развязкой. Я понял, что таким подходом, по сути, Аарон разрушил мою главную самую претензию к черепахам. То, что я не понимал, там не мог как-то сформулировать, но это всегда у меня где-то на подкорке сознания вертелось. Смотрите, несмотря на то, что «Черепахи» — это тайтл в теории командный, на деле пишется он всегда как сольная история почему-то, в которых черепашки выступают эдаким единым организмом. Да, у каждого из братьев есть свои отличительные черты, кто-то ответственный, кто-то умный, кто-то хуйню любит нести, как я, но тем не менее интересны они лишь в совокупности. Разделяя же героев, Аарон, по сути, демонстрирует, что протагонисты круты и сами по себе, ведь каждый из них живет свою увлекательную и наполненную жизнь. Майки там звезда корейских сериалов, Лео, как Дмитрий Ларин, на острове гикает, Раф вообще в духе Джеймса Бонда шпиона строит из себя. Короче, разделившись, герои не становятся скучными болванками, а создают собственный микрокосмос и вроде бы даже кайфуют в нем. Ладно, кроме Дони он вообще не кайфует. Там после распада семьи Дони отправился странствовать по миру и попал в плен, так что теперь вынужден участвовать в подпольных боях без правил с другими мутантами. За месяц в клетке, без еды и надежды на будущее, он болезненно исхудал и ёбнулся на голову, начав разговаривать с мертвой крысой, которую не успел доесть Саша Гольдштейн. Он в соседней клетке сидел. И не смейте мне сейчас говорить, что вы не знаете, кто такой Саша Гольдштейн. Печень Лоси Плюс, ссылка в описании, там посмотрите. Это видео, еще много других эксклюзивных. Короче, чекайте. Так вот, Аарон показывает, что как бы черепахи вполне успешно могут работать и по отдельности. Однако в таком случае они ничем не отличаются от сотен привычных нам героев DC или Marvel. Ведь вся крутость команды, то, чем она зацепила миллионы детей по всему миру, это вайб дружбы, братства, семьи. Потому, несмотря на собственную полноценную увлекательную жизнь, им суждено быть вместе, они должны это делать. И это отображено в сюжете, ведь каждого из братьев вдали друг от друга терзает боль одиночества и потерянного дома. И когда в конце каждого выпуска на протагониста нападают ниндзя Фуд, он не борется с ними один. К нему на помощь приходит семья. Так что в финале первой арки черепахи наконец-то встречаются и вновь начинают работать вместе, дабы разобраться в происходящем и узнать вообще, кому они насолили. По идее, здесь герои должны были забыть обиды и снова подружиться и как старые добрые дать пизды злодею. Но слава богу, все гораздо комплекснее, ведь за время собственных приключений братья изменились и больше ничего не связывает, кроме былых историй и общего прошлого. Лео отрекся от мира и окончательно решил двигаться соло, все чаще двигаюсь соло. Рафаэль перестал контролировать гнев и моментные порывы эмоций. Майки поверил в себя и теперь не готов слушать чужие указания. А Дони просто опасный шизоид. Так что команда формально-то вернулась, хотя на деле это все так же сборище одиночек, которых объединяет лишь стремление спасти свои жопы и узнать, кто их хочет убить. Черепахи без остановки срутся, посылают друг друга, кидают через хуй ради собственной выгоды. И такие перепалки на каждой странице супер интересно читать. Помните, я вот предъявлял к черепахам то, что у них постоянно перекос либо в сторону какой-то детской тупости, либо какого-то прям гиперсерьезного постного мрачника. Вот ран Аарона решает эту проблему. Ведь бытовые срачи, подъебы знакомы каждому человеку. В них отражается тот самый заветный баланс глубины внутренней разобщенности братьев и поверхностной шутливости, несерьезности происходящего. Я впервые действительно способен сопереживать черепахам и не просто понимать, а чувствовать их мотивацию. Разумеется, позже герой мирится, дает пизды главному злодею, решает накопившиеся проблемы, однако это не отдает привычным таким фейк-позитивам. Мол, надо замять сюжет, бивы все, чтобы там дальше
на месте не стояло, все двигалось куда-то, ибо трансформация их отношений происходит не одномоментно по щелчку пальцев, а безумно медленно и неспешно развивается на протяжении всех 12 выпусков. К тому же, помимо конфликта на уровне главных героев, сам сеттинг и повествование тоже будто находятся на стыке выдуманного мира и жестокой реальности. Например, мастер-майнд-антагонистом истории оказывается обычный мэр города. Не мутировавший, не сверхгениальный, ничем не примечательный, просто обычный коррумпированный политик, который даже не искренне мстит мутантам, а просто повязан в этой системе и вынужден это делать. На самом деле не хочу сильно спойлерить сюжет, но таких линий в комиксе еще десяток, поэтому пожертвую раундом. Короче, Аарон поначалу уделяет мэру прям много внимания, пытаясь создать ощущение реальной мотивации. Даже посвящает предыстории злодея отдельный выпуск с флэшбэком. Типа, пару лет назад какой-то мутант убил родителей политика, и клан Фуд предоставил чуваку возможность отомстить всем генетическим выродкам. Однако в процессе повествования мы узнаем все больше и больше подробностей всей этой истории, и оказывается, что нахуй не было никакого мутанта. И родители, если они вообще существовали, убил сам мэр в порыве злости, вообще по левым причинам. А все эти байки лишь выдумка его больного рассудка. Потому что, странно как-то самому себе признаваться, что я хочу уничтожить кучу народу ради власти и повышения рейтинга. Надеюсь, вы понимаете, о чем я вообще говорю. Аарон, по сути, берет проблемы реального мира, какие-то абсолютно привычные для нас серьезные вещи, и миксует это с тупейшим идиотичным миром черепашек-ниндзя, с мутагенными роботами, крэнгами и прочей бредятиной. Благодаря чему ты одновременно способен и проникнуться, и погрустить, и угорнуть, и расслабиться. И все это в одном миксе одновременно. Пиковым моментом всего тома для меня является сцена в суде, где черепашек, и я просто напомню еще раз, чтобы вы в полной мере осознали, о чем мы говорим, подростков, мутантов, черепашек, ниндзя судят. Да сама абсурдность происходящего уже заставляет меня испытывать эмоции. Короче, черепашек судят за убийство людей, которые они не совершали, пытаются там подставить, и почему-то их адвокатом выступает Донателло, который на серьезном ебале минут 5 рассказывает, что мертвая крыса на его плече подтвердит: мы невиновны, и злодей вообще мэр города. Зуб даю. И понятно, этому никто не верит, вообще никаких доказательств нет, и черепахи не выдерживают и просто рандомно устраивают драку в зале суда. Ёбаный ротик. То есть даже такой серьезной, глубокой проблеме, которую по идее надо решать, всегда остается в комиксе место для веселья, какого-то такого детского угара. В таком духе я могу описать каждый номер рана Аарона. Меня искренне восхищает, насколько чутко сценарист смог подметить проблемы тайтла и исправить их. Комикс не пытается доказать мне, что черепашка-ниндзя нечто важное и глубокое. Он вообще ничего не доказывает, а просто не стесняется быть тем, чем является. Тупой хуйней, где мутанты дерутся с ниндзя из клана Нага, где мэр города клинический псих, где Донателло разговаривает с дохлой крысой в зале суда, где любое событие, выделит его из контекста, звучит безумно. Однако над всем этим витает нечто большее, какая-то тема, близкая каждому, о сломленных людях, разрушенных семьях, потерянной дружбе, действительно глубокие проблемы и переживания, но при этом, наблюдая за этим, ты не погружаешься в серую, унылую безысходность, а искренне разъебываешься с каждого номера его угарными диалогами, сумасшедшими ситуациями и намеренно дебильноватыми сценами. Да, черепашки не стали менее тупой хуйней, но разве повседневная жизнь вокруг нас не настолько же тупая и анекдотична? Миру снова нужны черепашки-ниндзя, ведь как и они, миру пора перестать ебать себе мозг и не думая погрузиться, прыгнуть в окружающую действительность, не на грустном ебальничке Бэтмена, а смеясь и кайфуя с происходящего, неспешно, но неуклонно улучшая мир вокруг. Короче, завозим WW, пацаны, черепахи, next up. Они дропают треки, сравнивают с моими, конечно же, мои пизжи. Чё вы хотят, как я буду, ну похуй, больше всего по ней хотели, как Гриша.